Приветствую всех ценителей рукоделия. Сегодня я начинаю рассказ о том, как из растения, распространенного на всех континентах, кроме Антарктиды, старых брюк и ненужные полки от шкафа, создать оригинальную и практичную корзину в колониальном стиле. Я покажу универсальный способ плетения из нескольких полос. Так можно плести и ремни из кожи, и тесьму из шнура, и даже сумки из пальмы. Вы увидите, как из хаоса рождается форма, и окунетесь в невероятный калейдоскоп из каталонских бабушек, африканских миссионеров, пчел, книг Жюля Верна и даже современных материалов для сауны. Я покажу свои ошибки и то, как героически их исправляла. Мы разберем эстетику колониального стиля и почему она прочно вошла в нашу жизнь. А еще заглянем ко мне на чердак и, наконец, поймем, при чем тут Анатолий Вассерман. Ирис болотный невероятно живуч и растет повсюду, от России и Белоруссии до Африки, Азии и Америки. Он любит влажную почву и близость водоемов, но, к счастью, для сбора сырья забираться в воду не придется. В сухом виде он больше всего напоминает пальму, но с зеленовато-оливковым оттенком. Ирис болотный идеален для плетения благодаря длине и однообразию листьев, их упругости и долговечности. Сначала заливаем листы в большой емкости, типа ванной, просто водой. Когда сырье размокнет и станет пластичнее, можно его хорошенечко вымыть с моющими средствами. Это может быть и стиральный порошок, можно и с хлорным отбеливателем замочить, может быть даже средство для полов. Сырье можно вот таким способом просушить полотенцем, лучше махровым. И потом нужно дать ему досохнуть. И можно это сделать феном, так будет быстрее. Это совет от подписчицы. Чтобы подготовить листья к работе, срезаем светлое начало листа под прямым углом, а сухие кончики портят вид изделия, поэтому их лучше срезать, но наискосок. Вымытое и просушенное сырье можно использовать сразу, либо на следующий день, можно его даже и полностью высушить, и потом непосредственно перед плетением только обрызгивать водой. Такой даже упругий материал должен быть. Пальму используют вообще сухой или чуть-чуть увлажненный. Потом можно завернуть в увлажненное полотенце и использовать в работе. Сегодня я хочу показать вам способ плетения, который я для себя назвала каталонским. Не могла понять его принципы, пока не увидела объяснение одной бабушки, которая на улице в Каталонии плела из пальмы и объяснила, в чем суть этого плетения. Почему не надо плести из влажного сырья, видно вот на этом примере. Здесь я, правда, плела в одну нить, а не в две, как здесь. Здесь был прям мокрый материал, он превратился вот в такую вот сеточку. Я хочу показать именно испанский способ для того, чтобы здесь сделать красивое начало. Например, если у вас будет ремень, это будет более утонченный такой носик в начале. Итак, если мы будем плести из 5 составляющих, берем 5 полосок. Раз, два, три, четыре, 5. Из них 3 отбираем в сторону. Мы берем одну из полос, сгибаем ее пополам и закладываем сюда. Так, это первая часть. Потом следующую берем вот сюда, вот так вот ее сюда прикладываем и сгибаем вот так вот под 45 градусов. И следующую сгибаем вот сюда. Таким образом у нас есть 5 частей. Раз, два, три, 4, 5. Я буду использовать способ, где боковые
стороны будут отводиться назад. Это принципиально, потому что есть способы, где переводится вперед. Мне удобнее заламывать назад. То есть задвигаем ее назад под вот эту вот часть и выводим поверх центральный. Вот так. Здесь делаем залом. Он сейчас не заметен, потом покажу еще раз. Следующую, вот эту, тоже делаем залом назад. Провели и теперь ставим ее поверх центральной части. Вот видите, здесь у нас уже начинается треугольничек. После того, как мы завели с этой стороны, опять берем левую сторону. Заводим, вот здесь делаем заломчик, вот здесь. Заводим за вот эту часть и меняем местами с центральной частью. То есть сам принцип в том, чтобы мы боковые части вели в сторону центра и там переплетали с центральной полосочкой. В данном случае у нас всего 5 составляющих, поэтому вот здесь вот эта полоса. То есть мы будем здесь пересекать снизу только одну вот эту вот полосу. Когда больше составляющих, то там будет переплетение с несколькими. Итак, снизу и сверху оставляем. Дальше опять завели снизу, вот сюда, здесь заломали и меняем местами, ставим вверх уже эту полосу. Почему это сильно отличается от того, как плетем обычно мы? Обычно я плету вот в таком положении, здесь закрепляю на гвоздик и плету вот в эту сторону, да? А вот в Каталонии, в Испании, в Бразилии, там, где плетут из пальмы, они это делают в руках и очень часто где-то встречаются на улице, то есть без всяких дополнительных приспособлений. Берутся вы только материал и, сидя где-то там на стульчиках, на скамеечках, вот таким образом быстро-быстро плетут прямо на руках. Удобнее всего добавлять вот в эту часть. По крайней мере, мне так больше всего нравится. Итак, берем полоску, которую мы предварительно обрезали под 90 градусов, вот так вот. И вот сюда, прямо внутрь, между двумя полосочками, можно вставить эту полосу вот так. Так, вот она. И вот вообще эта косичка очень хорошо удерживается плотно в руках. Это удобно. Так, значит, вот мы ввели вот в эту часть. И сразу же быстро ее сейчас зафиксируем вот этой полосой. Так, все, она уже частично зафиксирована, частично мы ее держим еще пальцами. И вот таким образом абсолютно незаметно, вот, без всяких хвостиков, мы ввели новую полосу. Сейчас покажу, как плести из 7 нитей. Это нечетное количество, и плетение будет напоминать то, что было из 5, но со своими нюансами. Значит, здесь 3 берем сразу в сторону, 4 остается. Вот здесь, чтобы было полегче, можно смотать ниткой, в крайнем случае убрать потом ее. Здесь будем плести также, будем заводить боковые части в сторону центра, начиная от прохода под соседний. Так, значит, завели снизу, сверху и снизу. Вывели на центр. То есть теперь здесь остается 1, 2, 3 с одной стороны и центральная 4 здесь. Вот здесь уже стало понятно, каким будет плетение. Итак, если вы запутались или прервались, смотрите, с какой стороны 3 части, с какой 4. Значит, начинаем там, где 4. 4 центральная. Идем через низ, сверху и на центре снизу.
Сравним косы из 5, 6 и 7 составляющих. Из 7 новичкам плести сложно, так как полос много. А из 6 и другого четного количества медленнее, потому что крайнюю левую ленту нужно заламывать назад, а крайнюю правую вперед. Поэтому я выбрала для изделия плетение из 5 составляющих. При этом листы ириса болотного не делила и использовала всю ширину. Чтобы выправить поверхность, увлажняем косичку. Это лайфхак от Татьяны, моей подписчицы с Кубани. Спасибо большое. И выкатываем качалкой с двух сторон. После этого готовое сырье можно сматывать, например, на такой цилиндр. Это у меня от пергамента. Подматываем плотно. Вот все, что мы сделали за день. Это способ хранения полуфабрикатов для того, чтобы не сушить их, потом опять не размачивать и сохранять сырье в правильной форме, не допускать замятия и так далее. Сырье на столе очень быстро тает и готово к дальнейшему либо плетению, либо сшиванию.